Итак, к нам поступила пациентка, 42 года, жалобы на боль в пояснице, несколько опоясывающие. Вот. Основная поза, которая провоцирует боль, это поза наклона. То есть, когда домохозяйка моет посуду или пылесосит, убирается дома, ну, как бы, вроде как все благое, да, и посуду помыть надо, и полы помыть, но спина болит, не дает. Вот. Началось после первых родов, 12 лет назад, вторые роды добили окончательно, ну, и как бы боль у нас какого характера, значит, подытожим, значит, болит больше с утра. После, значит, боли бывает утром, надо расходиться, чтобы стало лучше, это очень часто бывает. Болит после обеда, во второй половине дня, когда уже находится, устает. Вот. А так, да, тупая, ломящая боль без четкой локализации. Иногда в наклоне бывает прострел, прострел в ногу, то есть признак компрессии сустава онковертебрального. Ни в коем случае не корешка, это неправильно. Соответственно, эти все признаки говорят нам о том, что это варикоз. Это варикозное расширение, это опущение внутренних органов, нарушение связочного аппарата внутренних органов. Как следствие, нарушение дренажа брюшины. Вот. И гипотония кое-каких мышц. Сейчас я вам покажу. Квадратные мышцы поясницы протестируем, ягодичные мышцы, мышцы живота протестируем, как они работают. Потому что в наклоне должны быть хорошо работать и мышцы живота, и мышцы поясницы, и ягодичные мышцы, чтобы ваш позвоночник находился в стабильном положении, в нормальном. Если какие-то мышцы не работают полноценно, значит, будет претерпевать связочный аппарат позвоночника повышенную нагрузку, он перерастянется, даст нагрузку на сам сустав, и вы получаете вот эти болевые ощущения в виде прострелов. Все, что тупое, ломящее, тянущее, мозжащее, это не относится к позвоночнику, это относится к венозному дренажу внутренних органов. Давайте протестируем кое-какие мышцы и узнаем, где у нас что пережато. Значит, сначала покажу вообще, что такое тестирование. Прямая нога. Держи вот так в воздухе. Держи, да. Да, сама. Изо всех сил давишь вверх. В руки у меня. Дави, изо всех сил. И это все. Держи. Изо всех сил дави вверх. Вот это называется отсутствие мышечного тонуса. Не мышечная сила, а мышечного тонуса. Держи. Дави вверх. Это называется его присутствие. Держи. Дави вверх. Предварительно могу сказать, что есть проблемы с 12-перстной кишкой. Предварительно, пока что. Вот таким образом будет строиться тестирование всех мышц. Я просто буду задавать вам векторы. Держи руками за стол. Вот так сильно. Расслабляй пока что. Значит, смотри, я тяну вот сюда. А вы тяните вот туда, в сторону, в руки мне. Надавите. Есть, хорошо. Это у нас была правая квадратная мышца спины. Сейчас проверим левую. Дави влево. Хорошо, мышцы работают с двух сторон. Активность мышц хорошая. Теперь проведем то же самое, только на высоте. Дави. Не-не-не, вот туда. Давай, пожалуйста, дави. Класс. На меня дави. Это была поперечная мышца. Прекрасно работает. Так, садись. Раз. Руки вот так делай. Поднимай. Спинку поровней. Это будет прямая мышца живота, которую многие качают, чуть повыше. Дави на меня. Вот и вся ваша прямая мышца живота. То бишь, тренировать ее можно сколько угодно. Вы можете 1000 раз пресс делать, качать упражнения, но функциональной активности у этой мышцы нет, она не работает. И когда вы наклоняетесь, ваш животик выпячивается, он не поддерживает ваши внутренние органы. Соответственно, не повышает внутрибрюшное давление, которое задает нормальный тонус позвоночнику. Вот что должно произойти в любом наклоне, в любых натуживаниях. Почему атлеты надевают пояс? Чтобы поддержать как-то внутрибрюшное давление, чтобы позвоночник не сломался. Теперь косые. Лицом ко мне садитесь. Вот так держите руки. Ноги пошире. Вот так хорошо. Разворот. Вот так держите. Я буду толкать вот туда. Ваша задача не разворачиваться, а плоско надавить. Надавить. А? Левая косой нет. Надавите. Ага, не разворачиваться. Надавите. Косой нет. Ложитесь, я все понял. Косые мышцы живота, наружные в данном случае, функционально ослаблены, прямая мышца живота ослаблена, поперечная еще более или менее работает, но зато у нас гипертонус и квадратная мышца спины, которые максимально стараются стабилизировать этот позвоночник. Они-то у вас и болят, вот эти мышцы, собственно говоря. Теперь посмотрим на состояние тазового дна. Задача следующая. Я тяну вот сюда, а вы сжимаете две ноги вместе. Сдавливайте. Хорошая мышца. Это приводящая группа. Сжимайте. Хорошая мышца. Теперь надуйте живот и держите вот так.
Желудочно запустили. Оставляйте. Сжимайте ноги вместе. Здесь порядок. Сжимайте ноги вместе. Здесь порядок. Все. Значит, из-за того, что у вас не работают косые мышцы живота, снижена активность, функционально-мышечный тонус снижен и прямая мышца живота, ваши внутренние органы не получают нормальной поддержки и опускаются вниз. Это могло быть следствием пострадовое, да, перерастяжение мышц, после которого не восстановили женщину, тут чем мы занимаемся, кинезиологи, остеопаты многие. Мышцы активности нет, мышечной активности брюшная стеночка вываливается вниз немного. Как бы вы же видели, как бы вы не тренировали пресс, животик все равно есть. Чтобы его подтянуть, нужно сознательно держать, а бессознательно он не включается. Вот это и называется тонус мышечный. Надо найти причину. Причина будет лежать в связочном аппарате внутреннем органе, снять напряжение со связки, тогда появится нормальный тонус прямой мышцы косых мышц живота, и тогда мы сможем разгрузить квадратные мышцы спины, только в этом случае. Ваши тренировки по пилатесу будут работать. Сейчас мы этим и займемся. Значит, здесь нужен комплекс. Расслабься. Кишечник твердый, кишечник на спазмах. Комплекс восстановительных мер, в том числе, скорее всего, и с питанием. Нужно будет, сейчас я полностью просмотрю, что можно кушать, что нельзя кушать, какие меры предпринять по симптоматике, по самой пояснице. То есть нужны ли там массажи, не нужны массажи там сейчас, нужны ли там тейпы, не нужны. Мы пришли в следующее. То, что блок первого ребра с левой стороны у нас ингибировал обе косые мышцы живота, после лечения мануальной терапии мышцы включились, прямая мышца живота никаким образом не включается, там метаболический есть компонент. Проведем сейчас австрийский тест интересный. Это витамин D. Открывайте, ням-ням. Раскусывайте. Раскусывайте, чтобы вкус был на языке, на рецепторах. Есть. Присаживайтесь. И проводим повторное тестирование. Руки. Спинка. Чуть-чуть назад. Назад. Это там. Давите на меня. Как бы вроде да, но вроде как бы и нет. Значит, чего ожидали? Ожидали усиления. Проглатывайте. Ожидали усиления мышцы. Восстановление рефлекса. Таким образом можно без анализа крови подобрать витамины. Открывайте рот. Не вдыхать. Рассасывайте. Присаживайтесь. Ручки. Не глотайте, пожалуйста. Давите. Вот. Это хороший тонус. Теперь ноги вниз. Или так сидите. Я сейчас вам принесу водички. Нужно будет в рот воды выполоскать и проглотить, чтобы с рецепторов ушел вкус. Следующий препарат для тонкого кишечника у нас пойдет витамин В6. Открывайте рот. Рассасывайте. Садитесь. Это на плечи. Вкусняйте нас. Давите, пожалуйста. Да, вымываем. Давайте на железо посмотрим. Оно еще менее вкусное. Значит, рассасывайте. Надавите. Это лучше всех. Давите. Чувствуете разницу, да? Вымываем. Это B9, это фолат. И если у вас, Дарья, снижается показатели ферритина, или, как правило, ферритина, да, то это говорит о том, что у вас снижена кислотность, скорее всего, в желудке. Есть несколько причин. Либо большая кровопотеря, это обильные менструации, либо это язвы, либо это какие-то кровотечения кишечника, да, либо это гельминтоза. Сюда можно отнести. Либо вы мало его кушаете с пищей, но вы вегетарианец. Либо вы нормально кушаете, но оно у вас не усваивается. Это нарушение работы желудка. Если у вас нашли причину, то вам обязательно к железу нужно будет добавить довольно-таки большие дозировки фолиевой кислоты. И еще один препарат B12 надо проверить. Потому что без B12 и без фолата железо нормально не усваивается. Ложитесь. Вот мы и нашли причину. А это будет влиять все на функцию тонкого кишечника и на функцию прямой мышцы живота, которая не дает вам поддержки нормально вашего корпуса в наклонах. И вследствие перегружается мышца
которые сейчас уже, кстати, меньше болят, квадратные мышцы поясницы. Это следствие. Но начало лежит нарушение метаболических процессов у вас в данном случае. Открывать его. То бишь, это не работа мануального терапевта, здесь просто хряпнуть, как у нас выражаемся мы, надавить и размять не прокатит. Не прокатит. А, знаете, хотелось бы. Очень хотелось бы. И нам хотелось бы, конечно. Садитесь. Давите. И B12. Я вам выпишу дозировки. Допивайте свою водичку. Выпишу дозировки. Что, когда пить, с чем пить. С чем сочетать. Железо с кальцием ни в коем случае нельзя сочетать. С бэшками можно, но вообще железо лучше ни с чем не сочетать. Но я вам выпишу это все назначение. А пока что ложитесь на живот. На животик. Руки на подставке. А пока что нашей пациентке мы проведем симптоматическое лечение гипертонуса мышц поясницы. Если у пациента не работает нормально живот, не подтянуты внутренние органы, нормальное положение, то в наклоне будет всегда перегружаться квадратная мышца спины и эректоры спины. Вот здесь, в этом районе. И они требуют массажных манипуляций. И, в принципе, все, как лечение симптоматическое. Но основное лечение здесь будет, конечно же, восстановление нормального цикла. Восполнить железо, восполнить B9, восполнить B12, восстановить функцию 12-перстной кишки, да, в организме. Тем самым восстановить прямую мышцу живота. Но это будет в течение месяца. Это не происходит сразу за один сеанс мануального терапевта. Пришли, надавили и все заработало. Но у этой пациентки не пройдет, к сожалению. Ну, а скрестец обездвижен вообще, конечно. Копчик у вас сломан, да. Ну, это, вы знаете, уже никакого роля в этой истории не играет. Совершенно. Поэтому на левый бок, ко мне лицом, поближе, расслабить, под ухо, на живот. В эфире радиостанция «Потрещим». Расслабить, расслабить, расслабить. Расслабиться, носом вдох. Что, выдох. Расслабиться. Хорошо, вдох. Выдох. Вот, хорошо. В другую сторону. Это чтобы вам сегодня уже стало лучше. Хорошо. Снова на живот. Спереди руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабить. Расслабить ногу. Итак, Дарья, давайте подытожим. Значит, мы имеем дело с гипертонусом паравертебральных мышц. Паравертебральные — это вот эти, околопозвоночные по-русски. Паравертебральных мышц спины с триггерными точками в этих мышцах, с укорочениями. Вот. И как следствие болевым синдромом, фасциальный болевой синдром, который вызван несбалансированной работой мышц живота, а в частности прямой мышцы живота и косых мышц живота. Вы видели, они вначале не работали полноценно. Как следствие давали повод для того, чтобы перегружалась ваша спинка, спазмировалась. Ничего серьезного с позвоночником в данном случае нет. Лечение следующего характера будет нас ждать. Значит, симптоматический массаж поясницы с уклоном на поясницу курсом от 4 до 6 сеансов 2 раза в неделю. Этого предостаточно будет. Массаж должен заканчиваться кинезиотейпированием, расслаблять мышцы между сеансами, то, что я сейчас вам делаю. С вашей стороны вы употребляете витамины. Я вам выписываю схему лечения. В течение месяца восполняете дефициты B9, B12, железа, кальция и витамина B6. Вот. А пока что все это время ходите на массажике, пьете витаминки, продолжайте вести обычный образ жизни, ничего не меняете, продолжайте заниматься физической активностью своей, пилатесом, чем вы там занимаетесь. Это лечение мешать не будет, будет только способствовать. А ко мне можно будет прийти по завершению курса массажа и по завершению приема схемы витаминов. На консультацию я вас осмотрю,
И дальше уже будем понимать, мы победили или нам нужно еще дополнительный какой-то курс лечения вводить по вашему вопросу. Хорошо? Все понятно? Если какие-то вопросы, всегда пишите, звоните администратору, вам всегда ответят. Ну вот ко мне вопросы, вы пишете администратору, она передает, я отвечаю. Кинезиотейпы носили когда-нибудь? 2 суток носим, потом снимаем. Вечером перед сном в горячей водичке. Подытожим еще раз. Спина, симптоматика, спазм паравертебральных мышц, квадратных мышц спины. Как следствие, нарушение внутрибрюшного давления по причине слабости функциональной прямой мышцы живота и косых мышц живота. Вот. Прямая мышца живота слабая по причине дефицита железа и B9 нарушения. Называется патологический висцеромоторный рефлекс. Косые мышцы живота были гипотоничны по причине блока. Это уже работа мануального терапевта. Блока первого ребра с левой стороны. Вот здесь. При снятии которого косые мышцы у нас включились. Все, можете присаживаться, пойдем заполнять карту.